Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня мы начинаем тему контрудара. Сегодня первый вступительный урок. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Это подводящее упражнение, которое уже подводит вас к боевому исполнению основных контрударов. Смотрите, наслаждайтесь. Итак, парни, что вы должны знать про контрудар? Первое. Это качественный, точный удар с точки зрения направления. То есть это уже расчет, когда вы понимаете, где находится соперник и как он защищается. Потому что если опытный соперник, у него всегда будут руки вот здесь. Он всегда будет в защите. Единственный момент, когда он будет открываться, это то, когда будет наносить удар. И вот на этом движении вы его и перехватываете. Потому что по-другому он будет защищен. Еще один момент. В боксе распознаются два вида контрударов. Встречный и ответный. Ответный контрудар – это то, когда вы, грубо говоря, поставили защиту и ответили. То есть выполняется на два темпа. То есть первый – защита, второй – удар. Защита, ответ. Защита, ответ. И здесь ответ должен быть молниеносный. То есть вы мгновенно должны среагировать. Поэтому, чтобы подготовиться к контрудару, там целая серия вот таких простых упражнений была придумана, чтобы было пояснение с первых шагов, с первых самых-самых первых шагов. Пояснялось, зачем это нужно. Встречный удар делается на один темп. То есть вы опережаете соперника в его движении. То есть вы распознаете, мало того, то, что удар, дистанцию удара и тайминг. И на этом вы играете. Потому что, еще раз говорю, встречный удар, вообще начинают обучение со встречных ударов, а потом уже с ответных. Хотя, по мне, ответный удар, он проще делается. Там уже немножко попроще схема, отбил, ударил. То есть вы дожидаетесь соперника. Опережать соперника сложнее. Есть еще специальные боксерские удары, которые специально разрабатывались под конкретный удар. То есть это кросс. Встречный удар кросс. Мы его попозже разберем. Итак, ваше первое упражнение – это встречный удар. То есть обратите внимание, когда вы будете делать встречный удар, здесь работает все тело. То есть вам надо слева направо поменять стойку. Раз, кинуться под руку соперника. То есть когда вы кидаетесь под руку, четко подкручиваете, ваша защита должна быть на месте. Раз. Чтобы, если что, второй удар пойдет, чтобы вы смогли его блокировать хотя бы. Или чтобы он чисто не прилетел в вас. Чтобы где-то что-то вы сопернику помешали сделать. Итак, начинаем. Первое. Поехали по парам. Ближе чуть-чуть к нему поджимайся. Ты когда стойку меняешь, и направление меняешь. Сейчас смотри, Ром, сейчас пока не надо скакать, потому что тебе соперника надо, прям возле соперника надо держаться. Раз, два. Вот такое простое защитное движение уклоном делаешь. И сразу с ударом. Вот, хорошо. Меняешь стоечку. Вот, молодец. И все. И по аналогии точно так же, но можно будет, давай, медленно в голову тянешь. Вот, в голову тянешь. Не отступаешь, наоборот наступаешь, наваливаешься на удар. На свой. Чтобы я начал пятиться. Молодец. Давайте сейчас встречный удар рука в руку. То есть делается, как говорят, крестом. Раз. Здесь, можно топтаться потихоньку. Можно уже потихонечку подбирать ноги. Вот эти вот упражнения первой реакции, чтобы наработать первую реакцию.
чтобы уже разобраться полностью с контрударами, делаются вступительные вот такие вот подготовительные упражнения. Потому что сам по себе контрудар – это неожиданное движение, резкое. То есть ваш соперник не должен прочитать этого движения. Тогда будет эффект. Поэтому еще раз, парни, поясню. Для контрудара очень хорошая защита должна быть. Вы должны не просто разбираться в этих защитах, а вы должны быть уже мастерами этих защит. Тем более то, что защит не так много. Откуда можно ударить? Итак, парни, поехали. Видишь, каша получается. Стоп, стоп. Я вот эти вижу, я защищаюсь. Стоп. Тяните. Да. Ручку сюда поднимите. Вот здесь у вас ручка, вот здесь. Вот она, вот она. Вот она, видно? Вот она. Вы под ручкой прячетесь. Вот движение. Раз, 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 раз. Еще раз, еще раз. Выше, выше, выше. И дистанцию чуть-чуть поближе. Вы ее делаете на коротке. Вы должны дотянуться. Поэтому плечо, пожалуйста, вытяните. Во, хорошо. Во. Вот. Понятно. Разверните. Во. Теперь попробуйте ее вот здесь держите. Держите, пока не надо бить. Держите просто руку. Держите, вот она. Вот она. Видно? Да. Во. Начинаете бить. Бить начинаете. Еще раз. Во, во. Повыше, повыше. Во. Стоп, смотрите. Чтобы рука у вас не уползала сюда. То есть вы не отсюда бьете. Вы бьете через руку. Во. Хорошо. Во. Уже лучше. Ближе, ближе, ближе. Во. Вдруг здесь пойдет, чтобы вы могли, если что, обвести рукой. Спокойнее. Вот, нормально, пойдет. Коротко, коротко. Вот эту руку сильно не отдаляйте. Вы ловите, да, и просто ловите. Так, стоп, парни. Во-первых, четкая постанова сюда. Вот, четкая постанова, вот. Все вот здесь. Второй момент. Как ты ее держишь? Чуть-чуть раскрой, да, ручку. Вот. Теперь смотрите, парни. Меняешь руку. Можно по низу проводить удар. Видишь, по низу идет. А можно по верху проводить. По низу, по верху. По низу, по верху. Раз, два. Раз, два. Потом проще будет кросс ставить. То есть вот эта вот схема снизу, сверху крест. Стоп. Смотрите, парни, вам сейчас можно ошибаться. Потому что вы учитесь. Вот еще раз, руку сильно далеко вот сюда уводишь. Чересчур далеко. Во-первых, ну как вот от этого положения, если вдруг тебе случится ударить, то как будешь бить? То есть выкручиваться будешь, телом будешь выкручиваться. Поэтому здесь вот она четко. Ты наклоном своего тела можешь это регулировать. Наклон тела. Вот рука. Здесь пошел. О, пошел. О. Видишь? Вот он уклончик у тебя. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Ты под ручку прячешься. Согласен? Ты спрятался под нее. Закрылся. Но так, чтобы у тебя зрение видело. Чтобы не перекрывал себе зрение. А сбоку чуть-чуть. Поверх перчатки зрение. Видишь, идет. Раз. Еще раз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вот зачем вот эта вот вещь нужна. Чтобы ты, если что, реагировал. Вот это уже контрудар. Ром. Сильно, ты прям сильно из-под нее. Так можно, только один раз. Один раз ты так сделаешь, и все. Вот перед собой выведи, перед собой. Отсюда можно накидывать, но это лишнее делаешь. Еще раз, здесь определенная четкость у тебя. Четкость. Ты уже, когда будешь атаку свою развивать, ты уже должен понимать, что мгновенно контрудар придет.
Поэтому вот это вот упражнение нарабатывает тебе с одной стороны во время своего собственного удара уже защищаться. Видно? Ну, и тут уже можешь разглядывать соперника. Все. Так, теперь смотрите, сейчас мы две формы объединяем. Первая форма у вас ответная, и вторая форма у вас встречная. Бам, 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 бам. Попробуйте медленно. Еще раз, ноги. Если ответный удар, все через ноги. Смену стойки сделайте, подготовьте это движение. Если не подготовите, ну не получится. Будет у вас вот так вот. Приготовились потихонечку. Не получается, да? Не получается. Спокойнее делай. Раз, 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 раз. Сюда, сюда. Нет. Еще раз. Еще раз. Где подстава твоя? Подстава где твоя? О, подставляешь. Подставляешь. Молодец. О. Вот, перешел, видишь, в другую фазу. О. Потихонечку. Еще раз. Нормально. Еще разок, поехали. Продолжай, продолжай. Во, молодец. Видишь, сразу забыли, да, про ручки, Валер? Ты всегда руки вот здесь держишь. Одну руку постоянно прикрываешь голову. Поехали. Вот эти вот упражнения требуют высокой концентрации, поэтому торопиться здесь не нужно. Вот как вы выставляете спокойно и медленно движения на пневмогруше, на мешках, на лапах, так же и здесь. Постепенно, 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 постепенно вы начинаете владеть контрударом. Это очень интересно, это очень завлекательно. Поэтому смотрите, в дальнейшем мы будем сейчас большую серию делать про контрудары. Потому что для боксера это один из основных навыков, который нужно развивать с первых тренировок. До новых встреч, добра, любви вам.